Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Я хочу еще раз повторить. Тогда и перед Анкориджем перед Россией был поставлен вопрос, готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединенных Штатов, я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем заключаются могли бы заключаться эти договоренности и эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы. Потому что если там мир установится, внутриполитическая борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне, они кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги, они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Потому что тогда находящиеся у власти люди в данный момент вряд ли будут иметь какие-то хорошие, так скажу, аккуратные очень перспективы для удержания власти. Да и экономические проблемы нужно решать. Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки, речь идет о сотнях миллиардах евро, нужно для восстановления экономики Украины. Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики, о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок. Вот это вызывает нашу озабоченность, конечно. Но против каких-то экономических интеграций, пожалуйста, ради бога. Но европейские эксперты знают, сколько это стоит. И европейские аграрии знают, чем обернется для них открытие рынков Европы для украинских сельхозтоваров. Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже. Вот и все. Является ли господин Зеленский законным представителем Украины? Это вопрос для юристов, для юридического анализа. Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого привлечения. С точки зрения России и Украины это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. 2 года назад, ровно 2 года, в 24 году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло.
И теперь он что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Представитель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Но то посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдем. Значит, как сказал Марк Твен, по-моему, Марк Твен сказал, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Как-то он однажды пошутил. Вот. Вот так и сейчас. Нам что пророчили поражение на поле боя, то говорили, я помню еще прежний президент Соединенных Штатов говорил о том, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное. Надо все оценивать реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел. И реальным состоянием экономики в данном случае. Экономика Евросоюза за последние 3 года насколько выросла? Не забивайте себе голову. Где-то в районе 3%. Экономика России насколько выросла? На 10%. Больше, чем в 3 раза. Чем экономика Евросоюза. Ведущая экономика еврозоны, Федеративной Республики, меньше процента. А экономика России в прошлом году немного, но все-таки процентик. Процент есть. И продолжает расти сейчас. Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, вообще финансовые власти приняли ряд решений, жестких решений, для подавления роста инфляции. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. К 30 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу. Причем с превышением показателя 6,7%. Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении. Но это сознательные шаги. Мы не хотим, чтобы гиперинфляция была там по 30, по 60, по 70%, как в некоторых странах. Мы боремся за здоровье российской экономики в целом.